Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это традиционный ежедневный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалюты. По традиции хотелось бы начать с битка. Во-первых, хочу поздравить своих бойцов, которые отторговали весь этот флэт вдоль и поперек. Мы забрали вчера порядка 4 сделок хороших, таких достаточно скальповых. И сейчас находимся в покупке битка на споте, и у нас откуплено на фьючах от 47 200 спот, и вот на пробое 48 250 я брал на фьючах. То есть какой сейчас план вообще? Задача номер раз — это, наверное, сходить на ретест пробитого вот этого сопротивления. Также это подтвердит, или хотя бы даст намек на какой-то медвежий флаг, после которого мы можем, в принципе, сходить теоретически на обновление лоя в район 42-41 тысячи. Это самый, наверное, негативный вариант, который, в принципе, я сейчас буду смотреть. Но что мне нравится в целом? Да, я вижу большой, огромный гип с ярко выраженной медвежьей дивергенцией от вершины, да, условно говоря, то есть. Но, на мой взгляд, именно какой-то локальный отскок в сторону 53-54 мало кто будет ждать. И, соответственно, если мы сможем вообще пробить 54 тысячи, то вполне вероятно можем закрыть вот здесь остаток гэпа на 61 тысячи. Кстати, сейчас я вам его и покажу. То есть мы не закрыли вот здесь порядка 600 пунктов, и если смотреть на 4-часовике, то вот этот гэп, он начинается вплоть от 61 800, вплоть до вот 60 тысяч, то есть порядка 1500 незакрытый разрыв. Вполне вероятно, мы можем его оставить, как, вот, допустим, здесь, и закрыть его там серии через полгода-год, и вообще проэкспирироваться, и вообще не обращать на него внимания, но в целом локально это может выступить как определенным магнитом для закрытия цены. Также на 12 часах есть уже хорошие бычьи дивера, и в целом на крупных таймфреймах это более ярко выражено. Вот здесь дивер есть у нас, и в целом большой дивер от 47 тысяч. То есть сейчас в целом и ретест 53 и сверху, и если снизу его тоже ретестить, да, для меня было бы отличной точкой для в целом для похода на следующей неделе. Но опять же будем смотреть за ретестом вот этого как раз таки пробитого тренда. Мы его проретестили здесь дважды, вывалились под трендовую, и соответственно сейчас есть определенные уровни по торговке, в ближайшее время которые, если мы пробьем уровень 47 200, 46 800, то мы к ним подойдем. То есть это уровень 43. Здесь на уровне 43 вероятнее всего будет вот это как раз таки подтверждение дивера, какой-то сквиз, возможно, да, и с резким отскоком. Но для какого-то адекватного нового шорта, напомню, мы забрали вот этот шорт от 58 и 60 тысяч. Мне новый шорт нравился бы в зоне в районе 54, 53, 55, вот где-то там. Здесь, на мой взгляд, был бы более интересен шорт, но, да, это опять же в разряде «но». Потому что если мы сейчас закрепимся выше уровня 51 500 и пойдем вот в этот диапазон, то есть вероятность вот этого формирования большого бычьего флага с уходом выше, то есть к уровню 70 тысяч. Честно, не уверен, что мы увидим похожую формацию, но крупные все осцилляторы, они уже разгружены до уровней перед ростом и на 31 тысячи, вот когда мы росли, и 45 тысяч. И в целом, наверное, отскок 53-54 закроет какие-то, возможно, продажи. То есть сейчас, если мы отскакиваем в сторону 53-54, буду ждать по эфиру, вполне вероятно, похода от брюлика. То есть мы формировали гип, но этот гип вот здесь начали ломать. То есть, да, мы можем в целом перейти как и в бриллиант,
А у брюлика, как вы знаете, я не люблю и не торгую брюлик. Почему? Потому что с какой стороны пробой будет, туда и пойдет. То есть если мы пробиваем уровень там 3630, то фигура будет отрабатывать вниз. Если пробой будет 41.40, 41.50, то поход будет там серии на 4600. То есть хорошо, что мы не ушли сейчас дальше по этому уровню. Если мы сможем закрепиться выше уровня 3.670, 3.650, то вот здесь ретест 4000 по эфиру, пробиваем, соответственно, 4600, 4800, вполне вероятно. Но это при битке, если пойдет там серия на 53, на 54. Дальше интересен BNB, у них запуск NFT платформы, мне нравится цель в районе там 700-750 долларов, я откупился по 568, у меня средний вход 568, вот здесь вот, да, где-то. Вчера чуть не закрыл я, скажем так, на фома свою позицию, немножечко пересидел минус, до стопа до моего не дошло, до 548. Я, в принципе, в позиции. Цель, как я вам и говорил, 720. Но, опять же, как минимум ретест пробитого тренда, возможно, если обратно заберется вот как на этот тренд, то есть вот туда, вот так вот, то здесь от какого-то ретеста, от какой-то фигуры можно будет даже попробовать подержать до 800. Интересен SXP откупил по 3.79, вот 3.79, вот здесь вот. Стоп у меня сейчас 3.53, также тот же самый дракон, но в принципе все прекрасно понимаете, что дракон в любой момент может быть точкой для ухода на какой-то треугольник с плоским дном. То есть если мы по факту сейчас не пробиваем вот этот треугольник вверх, и уходим в сторону там 3.65, то вот стоп можно где-то под 3.95, под 3.90, я думаю, уже в безубыток кидать, кто брал позицию. Также мне интересен лайток. По лайтку я зашел очень рано, вообще по 322, доливался по 306, и средний у меня в районе 316, я поэтому сейчас нахожусь в не очень такой приятной позиции, но при этом хочу поддержать лайток по проводу до цели 420 долларов. Это такая, на самом деле, адекватная цель, мы легко можем пойти выше. Grayscale один из немногих, лайток это один из немногих активов, который Grayscale до сих пор откупает. И наряду с батом, но бат я не буду брать, мне интересен проект вообще. Так, меня попросили кинуть анализ по Cardano, но по Cardano хочу вас всех просто проинформировать о том, что вот был треугольник, который, собственно, мы пробили вниз, и от ретеста ушли на FIBA уровень 2.2, то есть выше 2.4, там, по-моему, 2.8 был ближайший. То есть, что сейчас по Cardano, я думаю, во-первых, я думаю, какой-то будет партнерка анонсирована в ближайшее время, а это просто сильные руки не стали париться и откупили, сколько им надо вот этого дерьма. Я просто думаю, что в любом случае будет какой-то ретест, если вы хотите в это зайти. Цели ставить не могу, нужно смотреть, как он идет к битку, по большому счету. У меня вообще цель последняя по Cardano, когда вот мы откупали там из серии 0.2-0.3, была в районе 1.6. То, что он сейчас творит, уже для меня плюс-минус не поддается теханализу. Плюс огромные дивера, огромные расхождения по осцилляторам, не знаю, я не буду торговать его. Так, потом классик, то же самая история, то есть по классику, да, мы можем забиться в какой-то треугольник и впоследствии отретестить 180-190 баксов, но, опять же, я бы сейчас рассматривал какое-то такое, наверное, консолидирующее движение и откупал бы в моменте, когда уже это будет подтверждено, то есть в момент первого касания, что там сверху в районе там, 140 баксов, что снизу в районе 90 баксов, тоже надо смотреть. У Ripple больше, вот, кстати, что надо ждать по классику и по, что мы смотрели там дальше, да, смотреть вот, и следить за сформированием такого треугольника, то есть если мы видим с вами забивание в таком треугольнике, то с большей долей вероятности там, тот же самый Ripple улетит на 2.8, на 3 бакса.
NEM ушел под все трендовые линии, здесь проретестил, но сформировал какой-то задел на PPR на 3 днях, плюс есть пробой и ретест пробитого вот этого треугольника, если мы выделяем. Это все 3 дня. То в таком случае мы пробили, проретестили, и я думаю, что NEM наряду со всеми полетит типа из серии 0.4, а вполне вероятно 0.5-0.6. Но только при закреплении битка выше. То есть если мы сейчас откупили с вами на битке дип, да, то есть дно, сегодня спросили Пентагон, а что такое дип? Вот, если мы с вами откупили дно, то с большей долей вероятности, мы идем, вот если вы здесь со мной откупились, то идем на вот эту ретестную зону 51-52 тысячи. В случае пробоя ждем ретест, уход к верхней границе. То есть от ретеста можно будет заходить потом, когда мы уже пробьем и проретестим. Я просто думаю, что вот эта зона может еще и отскочиться. То есть мы там дойдем до нее, отскочим обратно вниз, потом только пробьем, проретестим и пойдем наверх. Как сейчас узнаешь, да? Как сейчас узнаешь. Но медвежий флаг, я думаю, мы деформируем. То есть район 51-52,5 тысячи, это, наверное, хорошая зона для шорта. Для локального шорта, то есть с коротким стопом за пробой вот этого уровня, то есть никакого экстрима. Плюс я откупился на споте, то есть все, что я продал в районе там 64 тысячи, 62 тысяч, я откупил 30%, откупил BNB, Lightok и SXP. Соответственно, BNB у меня вход в районе 564-568, в этой зоне я откупал. Сначала вообще откупил 588, состопился. Затем SXP. У меня вход в районе вот 3.74-3.78, наверное, где-то в этой зоне. Дальше Lightok. Но Lightok вот сейчас у меня 316 где-то средняя, чуть-чуть в профите. Да. Цели, естественно, выше. Цели как минимум отретестить вот эти все пробитые сопротивления. Плюс на лайтке вот здесь вот можно как минимум сходить в район 350-360 долларов. Это еще баксов 30 сверху каждому лайтку. Так, 12 минут, погнали на фондов. Что по фонде? Во-первых, фрактал с падением, вот именно с этим, достаточно себя оправдал. Да? То есть я могу полагать, что мы вот увидели какое-то такое нисходящее движение. Но при этом, что самое смешное, мы смогли проретестить, и вроде бы как в пятницу нас закрывали прям выше уровня пробитого тренда. В таком случае вообще вот это падение на 40-40, это было ретестом сверху поддержки, которая сформировалась, и снизу, соответственно, тоже вот здесь вот в районе, здесь вот в районе 3800, где поддержка, тоже сформировалась поддержка. То есть, вероятнее всего, мы попробуем проретестить на следующей неделе 4200 как минимум уровень. А если смогут закрепить выше 400, 4, там, 220, 4240, то 4300 возможно, но не понимаю на чем. Я смотрел фамк в пятницу, и там не было ничего такого интересного на самом деле. В основном везде гипы с ретестами. То есть, опять же, вот этот треугольник на Фейсбуке, который пробит, мы уже сформировали дивер большой. Отчеты были положительные, но я не скажу, что это отчет, который должен уводить сильно-сильно в рост. Плюс, по Apple есть в преддверии, скажем так, где-то, наверное, как раз к концу июля, в начале августа анонсируют новую технику. Вполне вероятно, может еще на 160 сходить. Но по Амазону двойная вершина. То есть, в целом, фамк, да, интересен, но настолько сильно перегрет. Хотя вот и Microsoft смотрит на 270. Будем смотреть. Так, хотел бы еще дать небольшую аналитику по рублю, так как много вопросов, опять же, относительно рубля.
и доллара, относительно доллара и рубля. Ну, друзья, в принципе, для меня, как я говорил, все, что ниже зоны 74, это зона откупа. Если дадут какой-то сквиз в сторону 72-70 долларов, я буду его откупать. Цели те же самые, то есть мой план плюс-минус не поменялся, мы также двигаемся в этом треугольнике. Евро все так же двигается в трендовом движении, да, он вполне вероятно вообще может обратно 92 сходить. То есть я в целом также пессимистично настроен в пользу русской фонды, ну вообще в целом российского рынка. И, наверное, там, цели у рубля вижу, наверное, действительно в районе 85-90, вполне вероятно. Дай бог меня сейчас не будут наказывать за эту информацию, потому что я слышал, что появился слушок о том, что ЦБ хочет запретить давать аналитику на фондовый рынок российский, да, на МОЭКС, на СПБ, на российские активы и давать какие-то прям рекомендации, то есть не просто уже как в формате сигнала, да, а типа из серии, ну, не покупайте или не покупайте. Поэтому если там действительно будет такое подтверждение от властей, мне не придется больше для вас показывать, что там происходит на рубле. С долларом пусть он будет своей жизнью жить, поэтому моя цель все так же будет 85-90 плюс. Я не знаю, на чем это сейчас может фактически произойти, но технически мы забиваемся уже в какой-то такой консолидационной фигуре. И вы прекрасно знаете, что все новости, да, они отражены на графике. И смотрим, что будет, наверное, вот с мая по июль. Интересно, подтвердится ли наша стратегия. Ну вот, кстати, биточек пошел чуть вверх. Локально по битку можно сделать такую трендовую линию вот здесь новую. И по ней, пожалуйста, откупать вплоть до вот этого сопротивления, скорее всего, до вот этой зоны. То есть пробило наверх, ретестит локально пробитое сопротивление, идет выше. Обычно это либо треугольники какие-то, типа из серии такие локальные треугольники, либо флаги, то есть все вот это добро, все это добро смотрим. Ну вот, кстати, пора уже что-то пофиксить. Так, друзья, все, на связи был Пентагон. Как обычно, оставляйте свои комментарии, что вы ждете по рынку 54 или 42. Пишите в комментариях, обсудим, постараюсь ответить на каждый. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, он будет в закрепленном сообщении, подписываться в наш чат, вступать, где больше 2000 человек, и биточка ракета летит к 51 тысяче. Пока-пока-пока-пока, друзья.